Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Galaxy Watch, канал только о смарт-часах компании Samsung. Если вы еще не подписаны, обязательно подпишитесь, обязательно нажмите на колокольчик, ну и под этим видео поставьте лайк и напишите свой комментарий. Видео, значит, у меня вызвано с моим, честно сказать, таким негодованием. Многие пишут, что плохо работают жесты на Galaxy Watch 4, в том числе последний жест, который они добавили в большом обновлении вчера, да, а именно на открытие определенных приложений, либо каких-то функций. Как это открывается? Очень просто. Вы повернули, раз, и у вас открывается вот такое приложение. В данном случае я добавил Google Pay, вернее, да. Поэтому видосик сегодня я хочу этот сделать на тему, как работают жесты, да, и насколько они работают точно и без всяких сбоев. Поэтому мы с вами сейчас это проделаем. Какие жесты, значит, у нас есть? Заходим с вами в Galaxy Wearable, идем в дополнительные функции. В дополнительных функциях у нас есть вот ответ на вызов, да. Первый жест, пожалуйста, показана картиночка, как это все дело делается. Жик-жик, просто ручкой смотрим. Хоп-хоп, вот так, все, больше ничего. Дважды встряхните рукой, согнув ее в локте. Более ничего не надо. Другими словами, держим, качнули и все. Пробуем. Чтобы мне этот жест продемонстрировать, естественно, мне нужно, так скажем, пространство. Пространство мне нужно. Я, значит, немножечко сейчас задеру вот так, отодвину, чтобы у меня рука была свободна. Так как я сижу, мне нужно свободно, чтобы она была, чтобы я мог качнуть. И давайте, я сам себя вызываю, значит, ждем, когда пойдет звоночек, и будем пробовать. Видите, здесь должно быть правильно у нас все. Вот так должен быть установлен часики. Хоп, все, вот они у нас установлены правильно. И теперь мы с вами что делаем? В согнутом локте отпускаем. Все, звоночек принят. Звоночек принят. Давайте для пущей уверенности, так скажем, попробуем еще раз. Чтобы у вас и у меня уже точно не было никаких сомнений, что данная функция работает. Все, звоночек пошел, я поднимаю в локте. Наверное, вот так надо сделать, да, чтобы вам было видно. И все. Качнул дважды, и он работает. А мы с вами переходим к следующему жесту. И следующий у нас жест – это отклонить оповещение, либо вызов. И здесь у нас показано, как это сделать. Мы сейчас с вами поближе сделаем, чтобы мы видно нам было. Хоп, просто крутануть дважды. Но это я уже сделаю здесь близко, в принципе. Давайте тоже я буду это делать на вызове. Можно, другими словами, этим жестом отклонить вызов, отключить будильник или любое другое обновление. Все, звоночек пошел. Я сейчас увеличу. Все, отключилось. Как вы видите, здесь вот отключилось. Давайте для пущей уверенности сделаем мы точно самое же еще раз, дорогие друзья, еще раз. Ждем. Пошел звонок. Пришел на часики. Все. Я отклонил вызов. Другими словами, все отлично работает. И быстрый запуск. Еще один жест, который добавлен вчерашним обновлением, да, на наши с вами часики. Здесь показано, как это сделать и что он может. Он может запустить абсолютно любую, так скажем, любое приложение, которое есть на ваших часах. Вообще любое. Меня спрашивали про Samsung Pay. Да может Samsung Pay. Что хотите может. Я просто для себя выбрал Google Pay, чтобы не париться с кнопками с этими. Я просто сделал, качнул, все и вышел. Также можно какую-то другую функцию добавить. Видите, включение фонарика, например, их здесь несколько. Открыть недавние приложения, открыть список типов тренировок, включить фонарик или добавить напоминания. Ну все, мы с вами возвращаемся к приложению и вот.
Вообще легко. Без всяких проблем. Вообще без всяких проблем. Все, отключили. Если вы хотите вторично, то опустить придется ручку. Все, видите, запускается вообще просто в лед. Вообще проблем никаких нет. Абсолютно. Абсолютно никаких проблем. Раз, загорелся экранчик. Все, запустилось приложение. То же самое с функциями. Вообще все легко и просто, дорогие друзья. Поэтому те, кто спекулирует о том, что у них не работают жесты, вам либо нужно перезагрузить часы, это раз. Также, возможно, нужно сбросить кэш, если вы их не перегружали свои часы, а они именно кэш сбросятся перезагрузочкой. А также вы можете кэш сбросить системный, не системный, а кэш приложение. Вот здесь открыли менеджер, вот эти вот все штучки раз и закрыли. Кэш сбросите. И еще, во-вторых, часики должны быть выключены, рука опущена, другими словами, да, вы должны опустить руку вниз, вот для этого жеста. Потом, когда поднимаете руку, ой, не туда, хотя даже так он у меня запустился, представьте, я вверх сделал, а надо вниз. Короче, что вниз, что вверх работает. Вот видите, после того, как он у меня запустился, вторично он у меня не запускается. Поэтому нужно отпустить часы, потом поднять, сделать вот так. И тогда все работает. Вообще никаких проблем. Все прекрасно работает. Дорогие друзья. Вот так. Все просто нужно правильно делать. Вот у меня в период этого рассмотрения этих функций, во-первых, на магнитном ремешке у меня все это держится. Часы у меня вот хлябают. Они у меня как бы не так, чтобы уж конкретно сидят на мне прям. И все работает независимо от этого. Поэтому, дорогие друзья, учитесь делать все правильно. Перезагрузите свое устройство, да, если у вас это не срабатывает, потому что, возможно, проблема в этом. Ну, а вообще я вам советую подписаться на мой канал обязательно. Обязательно нажать на колокольчик, чтобы не пропустить видосики. А обязательно поставить лайк этому видео и обязательно писать свой комментарий и провести такие же эксперименты и написать, как у вас это работает. Так же, как у меня, без всяких проблем, либо все-таки есть какие-то проблемы. Всего доброго, до свидания и до новых встреч.